Глава 136. Возмездие. Почти месяц спустя. В уединенном районе моря Черного ветра было разбросано более 100 небольших серых островов. Эти острова были разных размеров, но все они были меньше 10 тысяч километров площади, и они напоминали нитку жемчуга, инкрустированную в нефритовый камень. Растительность на островах была очень скудной, как и духовная ци. На острове не было видно ни одного животного, даже морских птиц в этом районе не было, что представляло собой довольно мрачное и пустынное зрелище. На самом деле, все эти острова были охвачены почти прозрачным световым барьером, и если бы кто-то находился за пределами светового барьера, он смог бы увидеть только обширный участок пустого океана. На самом деле, даже если бы обычный истинно бессмертный культиватор обыскал этот район своим духовным восприятием, он не смог бы обнаружить ничего необычного. В этот момент две фигуры, мужчина и женщина, сидели по обе стороны от круглого каменного стола в секретной комнате, построенной в глубине горы на одном из островов. Одним из них был мужчина внушительного телосложения и в глухом шлеме на лице. Это был никто иной, как бог-предок Хань Цу из расы Холодного Кристалла, а женщина с ним была госпожа Гоу Гоу, с которой он неоднократно нападал на Хань Ли. «Ты уверен, что он не сможет найти нас здесь, товарищ Даос Хань Цу?» — спросила госпожа Гоу Гоу, крепко сжимая в руке чашку, в которой чай давно остыл. «Будьте уверены, товарищ Даос Гоу Гоу. Мне пришлось потратить почти все свое имущество, чтобы обменять эту иллюзорную формацию у мастера иллюзорного света. Даже культиватор поздней стадии истинного бессмертного не сможет найти нас здесь. Этот человек всего лишь небесный бессмертный, так что у него нет шансов нас обнаружить. Даже если он наткнется на эту область, он не сможет увидеть истинный ландшафт, пока не сломает ядро формации», — ответил Хань Цу, но, несмотря на то, что он говорил, в его глазах был довольно неуверенный взгляд. «Мне никогда не следовало позволять себе ввязываться в этот бардак. Мало того, что мой аватар был уничтожен, я даже не могу вернуться домой. Если бы я не приняла в этом участие, я бы все еще делала все, что мне заблагорассудится на своем острове беспокойных костей». Вздохнула госпожа Гоу Гоу. Какой смысл сейчас об этом говорить? Как земные бессмертные, мы вызываем зависть у бесчисленных людей, но даже в море Черного ветра мы всего лишь обитатели дна. Риск и награда идут рука об руку, и если нам не повезет с огромной удачей, наша ситуация, скорее всего, не изменится даже в течение следующих 100 тысяч лет. Чем такое существование отличается от смерти? На этот раз я допустил ошибку в суждениях, но если мы сможем пережить здесь бурю и очистить новых аватаров, мы определенно сможем однажды подняться снова. Сказал Хань Цу. Ты говоришь так, будто очистить новых аватаров так просто. Если ты спрашиваешь меня, то нам следует найти способ покинуть море Черного ветра, сказала госпожа Гоу Гоу, отпуская свою чашку. Это абсурд. Не говоря уже о том, что у нас нет выхода, даже если нам каким-то образом удастся покинуть море Черного ветра, мы потеряем защиту наших сил закона и не сможем сравниться в бою даже со средним странствующим культиватором. Разве это лучший вариант, чем оставаться здесь? Холодно фыркнул Хань Цу. Услышав это, на лице госпожи Гоу Гоу появилось унылое выражение, и она больше ничего не сказала. В этот самый момент Хань Цу резко вскочил со стула, как будто его укололи в зад, и закричал. Невозможно. Как только его голос затих, раздался оглушительный грохот, и все острова во всей области вздрогнули в унисон вместе с прозрачным световым барьером над ними. Огромные столбы пыли поднялись в небо, когда на всех островах появились бездонные трещины. Бесчисленные обломки камней вырвались во всех направлениях, прежде чем дождем упасть на поверхность моря, взбивая ее поверхность в бешенство. По территории прокатились огромные волны, и один остров за другим начал рушиться, прежде чем погрузиться на дно моря. Из дыма и обломков появились две фигуры, и они ни на мгновение не задержались, так как летели на запад так быстро, как только могли. Однако они смогли пролететь всего несколько сотен километров, прежде чем полоска света появилась прямо перед ними. Мрачные выражения появились на лицах Хань Цу и Гоу Гоу, когда они посмотрели на фигуру, с которой столкнулись. Хань Цу проглотил свою гордость и слегка поклонился, спросив: «Старший Лю, неужели нет никакого способа, чтобы вы пощадили нас?» Хань Ли лишь улыбнулся и ничего не ответил. Хань Цу тоже на мгновение замолчал, а затем продолжил осторожным голосом: «Если вы пощадите наши жизни, мы готовы в знак благодарности предложить все, что есть в наших расах». Тем временем его руки были спрятаны в рукавах, и он крепко сжимал в одной руке лазурную нефритовую табличку, а другой делал ручную печать. Госпожа Гоу Гоу ничего не сказала, но она тоже незаметно убрала руки в рукава. В этот самый момент тело Хань Ли покрылось слоем лазурного света, и он сделал шаг к двум богам-предкам. Оба бога-предка тут же пришли в движение, увидев это, и из каждого из их рукавов вырвался поток сияющего лазурного света, прежде чем соединиться, чтобы окутать их обоих. В мгновение эка они оба исчезли. Спустя всего несколько мгновений в небе в десятках тысяч километров отсюда вспыхнул свет, и они оба снова появились. Слава богу, мы заранее подготовили эту пару кулонов божественного путешествия.
Даже как небесный бессмертный, я уверен, что он не сможет догнать нас в ближайшее время, сказал Хань Цу, осматривая окрестности с ноткой затаённого страха в глазах. Эти кулоны божественного путешествия действительно довольно необычны. Единственные их недостатки — это то, что на их активацию уходит слишком много времени, и нам обоим нужно активировать их одновременно. Мы чуть не опоздали. Это место тоже небезопасно, поэтому нам следует продолжить путь, обеспокоенно сказала госпожа Гоу-Гоу. Хань Цу как раз собирался ответить, когда издалека внезапно раздался голос. Вы двое удрали немного быстрее, чем ваши аватары. Хань Цу и Гоу-Гоу пришли в ужас от звука голоса и тут же попытались снова активировать свои кулоны божественного путешествия, но Хань Ли во вспышке света спустился прямо перед ними. «Как он может быть таким быстрым?» простонала госпожа Гоу-Гоу отчаянным голосом. Глаза Хань Цу также были полны шока и ужаса. Взмахнув запястьем, Хань Ли призвал в свою руку черный длинный меч, и это был не что иное, как тот, которым пользовалась госпожа Гоу-Гоу. Он направил острие меча вверх, и появилась массивная проекция меча, напоминающая огромную гору, пронзив облака над головой. Хань Цу и госпожа Гоу-Гоу были в полном отчаянии, но все же собрали последние крохи мужества, чтобы призвать свои самые могущественные сокровища. Взмахом рукава перед Хань Цу появилось полупрозрачное ледяное колесо. Колесо было усеяно бесчисленными ледяными шипами, испускающими белую ледниковую ци. Тем временем Гоу-Гоу взмахнула руками в воздухе, и из воздуха появился серая марионетка, а затем во вспышке света исчез в ее теле. Хань Ли видел, что они делают, но не обратил на это никакого внимания, резко повернув запястье вниз. Раздался резкий визг, когда массивная проекция меча мгновенно перевернулась вверх ногами, прежде чем обрушиться на двух богов-предков. Увидев это, Хань Цу тут же открыл рот, выпустив изо рта поток кровяной эссенции из-под своего забрала, и кровяная эссенция во вспышке света исчезла в белом ледяном колесе. Сразу же после этого ледяное колесо словно ожило и начало быстро вращаться на месте, прежде чем превратиться в огромного ледяного феникса, который полетел прямо к приближающейся проекции меча. Тем временем из тела госпожи Гоу-Гоу начало вытекать облако плотного тумана, посылая мощную разъедающую ауру в воздух. В следующее мгновение черная защита меча еще больше увеличилась в размерах, полностью закрыв небеса. Серый туман тут же рассеялся, а ледяной феникс был обезглавлен, и тело двух богов-предков были полностью уничтожены проекцией меча. Тем временем аватар земного божества Хань Ли прибыл на остров расы Холодного Кристалла вместе с Ло Феном. Сначала они убили нескольких старейшин и главу вражеской расы, а затем разбили все статуи Хань Цу на острове. Только после этого они объявили, что Хань Цу уже мертв и что остров Холодного Кристалла теперь принадлежит острову Темной Завесы. Существа Холодного Кристалла, естественно, поначалу отказывались в это верить, но Хань Цу так и не появился, и они также потеряли защитные световые мембраны, дарованные им их богом-предкам, поэтому им ничего не оставалось, кроме как сдаться. После этого они вдвоем отправились на остров Беспокойных Костей и повторили тот же процесс. В течение следующего месяца новый бог-предок острова Темной Завесы, Люши, быстро стал именем, которое знали все в окрестностях. Боги-предки, которые нападали на него в прошлом, были так напуганы, что все бежали со своих островов, не решаясь вернуться. Что касается близлежащих богов-предков, которые еще не связывались с Хань Ли, то все они поспешно отправились на остров Темной Завесы, чтобы попытаться его умилостивить. Было даже два странствующих культиватора, которые присоединились к острову Темной Завесы, чтобы стать приглашенными старейшинами, и они были отправлены управлять островом Холодного Кристалла и островом Беспокойных Костей вместо него. Внезапно остров Темной Завесы стал доминирующей силой в регионе. Однако все, что сделал Хань Ли, это убил Хань Цу и Гоу-Гоу, а все остальное оставил Ло Фену и своему аватару. Несколько месяцев спустя, в секретной комнате во дворе. Хань Ли сидел, скрестив ноги, на футоне, а Ло Фен стоял перед ним с серьезным выражением лица. «Я должен скоро уйти в закрытую культивацию, и, скорее всего, я буду в уединении очень долго. Мой аватар тоже занят культивацией, так что ты будешь единолично отвечать за надзор за делами на острове», — сказал Хань Ли. «Будьте уверены, старший Лю, я обязательно буду прилежно присматривать за островом вместо вас», — поспешно ответил Ло Фен. «Я скоро установлю формацию вокруг этого двора, и никому не разрешается приближаться к этому месту. Если ты столкнешься с чем-то, с чем не сможешь справиться, не приходи ко мне, просто разыщи моего аватара», — поручил Хань Ли. «Да, старший Лю», — тут же ответил Ло Фен. После ухода Ло Фена из тела Хань Ли внезапно вылетела полоска голубого света, а затем превратилась в человекоподобную фигуру, оказавшуюся никем иным, как его аватаром земного божества. Хань Ли встал на ноги, а затем перевернул руку, чтобы достать пару одинаковых черных матричных пластин, одну из которых он передал своему аватару земного божества.
Матричные пластины по размеру и форме были похожи на доски для игры в Го, и их поверхности были усеяны бесчисленными маленькими белыми точками, в то время как на краю пластины была выгравирована сетка из 9 дворцов и 16 направлений, что представляло собой довольно интригующее зрелище. Пластины назывались пластинами двойного звездного сдвига, и они были способны телепортировать сокровища с одной пластины на другую. Это было еще одно сокровище, которое он обменял у гильдии странников по очень высокой цене. Однажды ночью, примерно полмесяца спустя, фигура с чрезвычайно хорошо замаскированной аурой незаметно покинула остров Темной Завесы. Только добравшись до района открытого моря в нескольких десятках километров от острова, фигура внезапно превратилась в полоску лазурного света, быстро устремившись к центру моря Черного ветра. Глава 137. Город Черного ветра. Как центр всего моря Черного ветра, остров Черного ветра мог похвастаться чрезвычайно обширной территорией, и его было уместнее назвать континентом, чем островом. Помимо главного острова Черного ветра, в окрестностях было разбросано еще несколько десятков островов. Остров Черного ветра изобиловал духовными жилами и изначальной мира, а его огромная территория была богата ресурсами, гораздо больше, чем другие острова. Кроме того, на нем находился единственный телепортационный массив, ведущий во внешний мир. Каждый день на остров Черного ветра из всех частей моря Черного ветра стекались бесчисленные бессмертные, смертные и ресурсы. Точно так же здесь обменивались бесчисленными редкими материалами, прежде чем они распространились по всем частям моря Черного ветра, что делало его чрезвычайно процветающим центральным узлом. Были даже те, кто заявлял, что половина самых ценных ресурсов моря Черного ветра сосредоточена на острове Черного ветра. На южном побережье острова Черного ветра располагался огромный город, напоминающий гигантского зверя, распростершегося на земле. Одни только городские стены были высотой в 3 километра, напоминая обширные горы. Город был наполнен множеством внушительных и величественных зданий, а также широкими и чистыми улицами, которые кишели пешеходами. Над городом также парили здания, и в воздухе сновали полоски света. Этот город был городом Черного ветра, крупнейшим городом на острове Черного ветра, и в нем также находился телепортационный массив, ведущий во внешний мир. Еще до рассвета весь город уже кипел деятельностью довольно долгое время. Как прибрежный город, город Черного ветра изобиловал всевозможными пирсами и доками. Бесчисленные лодки и корабли разных размеров постоянно курсировали по морю, чтобы добраться до города Черного ветра, и подавляющее большинство из них принадлежало смертным. Был один особенно большой пирс на участке побережья, расположенном примерно в 10 километрах от города Черного ветра. Пирс имел длину в 3 километра и ширину около 90 метров. Он был полностью построен из белого нефрита, и на его поверхности было выгравировано бесчисленное множество слабо светящихся рун. Нефритовый пирс стоял намного выше поверхности моря внизу, напоминая покоящуюся руку гиганта. В этот момент пирс был полон людей, которые с ожиданием смотрели вдаль, как будто чего-то ждали. В толпе стоял совершенно неприметный молодой человек. На вид ему было лет 7 на дуате, и у него был слегка смуглый цвет лица. Мусюэ мягко выдохнул, и его тут же встретил уникальный рыбный и соленый аромат морского бриза, от которого его брови слегка нахмурились. Будучи выходцем из материкового региона, хотя он уже 2 года находился в море Черного ветра, он все еще не привык к запаху моря. В этот самый момент рядом внезапно раздался голос: «Ты сегодня тоже пришел довольно рано, брат Му». Мусюэ обернулся и увидел, что к нему идет мужчина внушительного телосложения. У мужчины была густая и грубая борода, а черты лица были довольно грозными. «Брат Джао, ты, конечно, шутишь. Разве я когда-нибудь приходил раньше тебя?» Усмехнулся Мусюэ. Мужчину звали Джао Ху, и, несмотря на свой устрашающий внешний вид, он на самом деле обладал довольно легким характером. Как и Мусюэ, они оба были иностранными странствующими культиваторами, которые приехали в город Черного ветра, чтобы зарабатывать на жизнь, и они вдвоем установили тесную дружбу. Они начали болтать друг с другом, и Джао Ху понизил голос, когда спросил: «Как у тебя дела в этом месяце, брат Му?» Как оказалось, удача в последнее время не была на стороне Мусюэ, и его брови слегка нахмурились, когда он покачал головой в ответ. «В последнее время дела идут не очень. В последние дни я вообще мало получал заказов. А у тебя, брат Джао, вчера я получил заказ от важного клиента и смог немного заработать», ответил Джао Ху с довольным выражением лица, но он не хвастался перед Мусюэ. «Я собираюсь приложить дополнительные усилия и постараться заработать достаточно духовных камней, чтобы купить флакон эликсира зарождающейся души к концу года», продолжил Джао Ху с ноткой волнения в глазах. «Тогда я должен заранее поздравить тебя, брат. Учитывая твои духовные корни и способности к культивации, ты определенно сможешь проявить зарождающуюся душу с помощью эликсира зарождающейся души. Как только это произойдет, ты сможешь отправиться в море с охотничьими группами, чтобы охотиться на морских зверей, и ты сможешь зарабатывать духовные камни гораздо быстрее, чем сейчас.
сказал Мусюэ с ноткой зависти на лице. Он только что достиг стадии формирования ядра, поэтому ему было еще далеко до стадии зарождающейся души. Улыбка Джаоху стала еще шире, услышав это, и он похлопал Мусюэ по плечу, сказав: «Ты еще молод, брат Му. Единственное мое преимущество перед тобой — это мой возраст. К тому времени, когда ты достигнешь моего возраста, ты оставишь меня далеко позади». В этот самый момент с далекого горизонта донесся глухой грохот. Мусюэ и Джаоху тут же прекратили разговор и обратили внимание на горизонт. В небе среди грохота расходились несколько облаков, и вдали появилась огромная белая тень. Она двигалась чрезвычайно быстро, всего за несколько секунд добравшись до пирса, и оказалась гигантским белым кораблем. Судно имело более 3 километров в длину и почти 300 метров в высоту, паря в воздухе, словно величественная белая гора. Корабль имел от 20 до 30 уровней, и каждый уровень был разделен на бесчисленное множество квадратных сеток, которые были окнами комнат на корабле. Корабль быстро замедлился, добравшись до пирса, и быстро остановился в воздухе. Внезапно духовные узоры на пирсе начали излучать духовный свет различных цветов, который сошелся, образовав толстый столб света, устремившийся прямо в небеса и вступивший в прямой контакт с гигантским судном. В ответ на нижней стороне судна также появилось бесчисленное множество духовных узоров, образующих ряд формаций, и столб света мгновенно вонзился в духовные узоры. Столб света напоминал гигантскую цепь, соединяющую пирс и корабль. Под руководством столба света гигантское белое судно медленно опустилось, остановившись перед пирсом. Корабль назывался «Небесный ковчег облаков», и он был широко известен по всему морю Черного ветра. Хотя море Черного ветра считалось всего лишь незначительным сельским районом в контексте всего Северного ледникового региона бессмертных, его площадь была невероятно обширной в глазах всех культиваторов здесь. Даже истинному бессмертному потребовались бы бесчисленные годы, чтобы пролететь через все море Черного ветра. Острова в море Черного ветра были очень разбросаны, и в море обитали всевозможные демонические звери, что делало его очень опасным регионом. Следовательно, культиваторам было крайне неудобно путешествовать по разным островам, если они не находились на стадии истинного бессмертного. Торговый дом номер 1 на острове Черного ветра определил это как деловую возможность, затратив огромное количество ресурсов на строительство этого небесного ковчега облаков, который был способен перевозить десятки тысяч людей во все части моря Черного ветра. Благодаря специальным методам очистки, используемым при его создании, небесный ковчег облаков был чрезвычайно быстрым, гораздо быстрее, чем обычный культиватор истинного бессмертного. Хотя путешествие на корабле было довольно дорогим, оно все еще было очень популярным видом транспорта среди культиваторов моря Черного ветра из-за своей скорости и безопасности. Внезапно небесный ковчег облаков начал излучать обширный белый свет, и это белое сияние образовало длинный проход, который проецировался на пирс. Затем из прохода вылетела серия культиваторов, прежде чем прибыть на пирс. Мусюэ и Чжаоху тут же подошли к этим культиваторам с улыбками на лицах. «Позвольте спросить, вы направляетесь в город Черного ветра, уважаемый?» «Я постоянно проживаю в городе, поэтому знаю его, как свои 5 пальцев. Если вы хотите куда-нибудь пойти или что-нибудь сделать в городе, я обязательно смогу вам помочь», сказал Мусюэ мужчине в черном халате приветливым голосом. Тем временем Чжаоху подошел к кому-то еще и делал то же самое, как и все на пирсе вокруг них. Человек в черном халате не обратил никакого внимания на Мусюэ и сам полетел прямо к городу Черного ветра. Однако Мусюэ ничуть не расстроился и тут же повернулся к следующему человеку с приветливой улыбкой. Однако этот человек тоже проигнорировал его и улетел сам. Вскоре более половины пассажиров корабля уже сошли на берег, но до сих пор никто не хотел нанимать Мусюэ. «Да. Будьте уверены, вы можете на меня рассчитывать», тем временем Чжаоху уже нашел клиента. Это был культиватор интеграции тела, который взмахнул рукой в воздухе, чтобы выпустить поток голубого света, который окутал тело Чжаоху, после чего они оба полетели к городу Черного ветра. В глазах Мусюэ промелькнула досада, увидев это. Возможно, это было связано с тем, что он был еще слишком молод и производил впечатление незрелого, но дела у него всегда шли довольно вяло. В этот самый момент из корабля спустился мужчина в лазурном халате, но вместо того, чтобы немедленно отправиться в город Черного ветра, он начал осматриваться, как будто любовался пейзажем. «Вы впервые на острове Черного ветра, господин. Если вы направляетесь в город Черного ветра, то вам, скорее всего, понадобится проводник. Город Черного ветра чрезвычайно огромен, и не только расположение его улиц очень сложное, но и в городе есть ограничения, которые воспрепятствуют использованию духовного чувства. Если у вас нет толкового проводника, то найти что-либо будет довольно сложно. Я всю жизнь рос в городе Черного ветра, поэтому я определенно смогу помочь вам добраться туда, куда вы хотите», — поприветствовал Мусюэ. «Значит, ты проводник?» — спросил мужчина в лазурном халате.
Совершенно верно. Я уже работаю здесь проводником около 4 или 5 лет, и я беру за свои услуги всего 5 духовных камней среднего уровня. Мусюй понял, что Хань Ли заинтересовался, и был в восторге. Чтобы этот клиент не ускользнул из его рук, он назначил цену немного ниже обычной. «Я действительно впервые посещаю город Черного ветра, поэтому мне понадобится проводник», ответил мужчина в лазурном халате, кивнув, а затем взмахнул рукой в воздухе, чтобы выпустить поток лазурного света, который перенес их обоих к городу. «Как тебя зовут?» — спросил мужчина в лазурном халате, взглянув на Мусюй. «Меня зовут Мусюй», — поспешно ответил Мусюй. «Мусюй. Это похоже на женское имя», — заметил мужчина в лазурном халате с легкой улыбкой. «Это имя мне дала моя мать», — ответил Мусюй, слегка смущенно почесав голову. «Ты только что сказал мне, что всю жизнь рос в городе Черного ветра. Те, кто живет у моря, постоянно подвергаются воздействию морского бриза, что приводит к темному цвету лица, но также и к некоторому покраснению кожи, а ты, похоже, не соответствуешь этому описанию. Я полагаю, что на самом деле ты вырос в горной местности, верно?» — спросил мужчина в лазурном халате с легкой улыбкой на лице. Выражение лица Мусюи слегка застыло, услышав это, и он опустил голову, отвечая: «Ваша мудрость поистине непревзойдена, господин. Я действительно вырос в горной деревне, и я приношу вам свои искренние извинения за то, что солгал вам. Как чужак, я вынужден лгать, чтобы зарабатывать на жизнь в городе Черного ветра. Ничего страшного, это для меня не имеет значения. Важно лишь то, что ты хороший проводник», — ответил мужчина в лазурном халате, пренебрежительно махнув рукой, и в его глазах появилось задумчивое выражение. Мужчина в лазурном халате был никто иной, как Хань Ли, и ему потребовалось около 2 месяцев на борту небесного ковчега облаков, чтобы добраться до города Черного ветра. Когда он оглядел город перед собой, в его глазах промелькнуло удивление. Город был настолько огромен, что даже с его исключительным зрением он не мог видеть его границ. Весь город был охвачен огромной формацией, которая испускала огромные колебания духовной силы. Они быстро добрались до окрестностей города Черного ветра, где их встретили десятки различных ворот в городской стене. Эти ворота предназначены для разделения различных типов посетителей города. Местные жители или культиваторы обычно не платят входную плату, в то время как смертные или торговые караваны должны платить серебром. Вы культиватор, который впервые посещает город, поэтому вам нужно будет пройти через те ворота, представился Мусюй, указывая на одни ворота слева. Глава 138. Камни бессмертного происхождения. Хань Ли лишь кивнул в ответ и полетел прямо к воротам, на которые указывал Мусюй. Перед воротами, предназначенными для иностранных культиваторов, уже выстроилась длинная очередь, и у ворот стояло несколько культиваторов в черных мантиях, которые взимали входную плату со всех входящих в город. Эти люди казались ничем не отличающимися от культиваторов людей, но на самом деле все они были марионетками. На одной стороне городских ворот было выгравировано несколько строк крупного текста, в которых отображались различные сборы, которые должны были вносить посетители с различными базами культивации. Однако самый высокий уровень был только для культиваторов пространственного закаливания, и никакие сборы не были указаны для тех, кто находился на стадии интеграции тела или выше. Почему это касается только культиваторов пространственного закаливания? Означает ли это, что те, кто находится на стадии интеграции тела или выше, не должны платить входную плату? Спросил Хань Ли. Именно так, старший. Культиваторы на стадии интеграции тела или выше считаются почетными гостями, которым не нужно платить, ответил Мусюй с улыбкой. «Ясно», — ответил Хань Ли с улыбкой. Вскоре они оба уже добрались до городских ворот, и Хань Ли вошел в город, заложив руки за спину, не призывая никаких духовных камней. Из рук 2 марионеток, стоявших у ворот, вспыхнул духовный свет, и свет пробежал по телу Хань Ли, прежде чем ему разрешили пройти. Увидев это, на лице Мусюи появилось удивление. Он протянул одному из марионеток пару духовных камней низкого уровня, прежде чем поспешно последовать за Хань Ли, и благоговение и почтение в его глазах только усилились. За городскими воротами была дорога шириной около 20 метров, вымощенная лазурным нефритом в чистом и аккуратном порядке. Улица была чрезвычайно оживленной и шумной, и культиваторы были очень распространенным явлением, многие из которых были довольно продвинутыми в своих базах культивации. Улица была застроена рядами хорошо организованных магазинов, которые были очень чистыми и аккуратными, в большинстве из которых продавались очень качественные материалы для культивации. В городе не было строгих ограничений на полеты, поэтому, пока кто-то не летал слишком высоко, ему разрешалось делать все, что ему заблагорассудится. Следовательно, Хань Ли поднялся в воздух, чтобы осмотреть окрестности.
Снаружи он не мог видеть многого, но теперь, когда он вошел в город, его встретил вид одной оживленной улицы за другой, простирающихся так далеко, как только мог видеть глаз. Все эти улицы кишели пешеходами, а также бесчисленными магазинами всех мастей. Он не мог не быть ошеломлен видом такого процветающего города. «Уважаемый, вы приехали в город Черного ветра, чтобы что-то купить, или у вас есть какие-то другие дела?» Осторожно спросил Мусюи, подойдя к Ханьле. «Я слышал, что в этом городе находится телепортационный массив, ведущий из моря Черного ветра. Это правда?» Спросил Ханьле. «Это так. Телепортационный массив находится в пагоде Небесной звезды в центре города. Неужели вы хотите покинуть море Черного ветра, старший?» Спросил Мусюи. Ханьле лишь кивнул в ответ. «Я не хочу показаться грубым, но каждый год в город Черного ветра приезжает много людей с намерением покинуть море Черного ветра, но почти все они терпят неудачу. Получить доступ к этому телепортационной формации — очень сложная задача», — сказал Мусюи с кривой улыбкой. Выражение лица Ханьли осталось неизменным, когда он спросил: «И почему же телепортационная формация, соединенная с внешним миром, это древний телепортационный массив, контролируемый хозяином острова, и он активируется только один раз в столетие? Каждый раз телепортируется только определенное количество людей, и хозяин острова решает, кто займет эти места. Вам не только придется претендовать на одно из этих мест, но и использование формации сопряжено с чрезвычайно высокими затратами, которые не могут себе позволить даже многие бессмертные», — объяснил Мусюи. Брови Ханьли слегка нахмурились, услышав это, и он спросил: «Ты знаешь, когда массив будет активирован в следующий раз? Это должно быть не слишком далеко». Массив всегда активируется после грандиозного аукциона, который также проводится раз в столетие. «Грандиозный аукцион состоится скоро, и поэтому город сейчас более оживлен, чем обычно», — ответил Мусюи. Ханьли был довольно рад это услышать и спросил: «Так как же мне получить одно из этих мест у хозяина острова?» Выражение лица Мусюи слегка застыло, и он смущенно почесал голову, отвечая: «Ну, это довольно конфиденциальная информация, а моя база культивации слишком низкая, поэтому боюсь, что я не знаю». Ханьли не винил Мусюи за его незнание этого вопроса и спросил: «Ты также только что упомянул, что стоимость использования массива очень высока. Сколько духовных камней для этого потребуется?» Хозяин острова просит камни бессмертного происхождения, а не духовные камни, и требуется 5 камней на человека, ответил Мусюи. «Камни бессмертного происхождения. Что это?» Спросил Ханьли. «Насколько я слышал, камни бессмертного происхождения — это особый вид валюты, используемый бессмертными, и для их создания требуется, чтобы бессмертный влил свою энергию в особый вид кристаллов», — ответил Мусюи. Это был первый раз, когда Ханьли слышал о камнях бессмертного происхождения, и, немного подумав, он спросил, сколько стоят эти камни. Если это вид валюты, то их наверняка можно обменять на духовные камни, верно? Камни бессмертного происхождения — это не просто обычный вид валюты. Судя по всему, они чрезвычайно ценны даже для бессмертных, и, вообще говоря, никто не будет выставлять их на торги. Я уже много лет нахожусь в городе Черного ветра, и я слышал только об одном случае несколько десятилетий назад, когда торговому дому удалось обменять камень бессмертного происхождения у бессмертного. В то время торговому дому пришлось продать несколько своих магазинов на острове, чтобы собрать достаточно духовных камней для сделки, ответил Мусюи. Ханьли кивнул в ответ с задумчивым выражением лица, и он был довольно заинтригован концепцией этих камней. Он не стал задавать никаких дальнейших вопросов и не ожидал, что покинуть море Черного ветра будет просто. В любом случае, ему было очень любопытно узнать о городе Черного ветра, поэтому он не спешил заниматься этим делом. Подумав об этом, он направился вглубь города, а Мусюи шел за ним, сообщая ему лакомые кусочки информации о городе. Они почти полдня исследовали город, и это был очень познавательный опыт для Ханьли. Особенный интерес для него представлял центральный район города, где находилось бесчисленное множество аптек, магазинов материалов и магазинов сокровищ всех мастей, что представляло собой почти головокружительное зрелище. Однако, по словам Мусюи, они исследовали менее 10% города, и, услышав это, Ханьли был полностью убежден, что это действительно самый большой город во всем море Черного ветра. Внезапно он остановился и перевел взгляд на большой магазин на обочине улицы. Это был пятиэтажный магазин с широким входом, и декор был роскошным, но не чрезмерным. Вместо этого он излучал довольно величественную ауру, и это была огромная аптека. Этот дом тысячи лекарств, пожалуй, лучшая аптека во всем городе Черного ветра, и говорят, что магазин даже имеет какие-то связи с хозяином острова. Они продают всевозможные драгоценные пилюли по справедливым ценам, и они всегда поддерживали безупречную репутацию, представил Мусюи. Ханьли кивнул в ответ, а затем направился в магазин. У него осталось не так много пилюль для восстановления энергии, а других восстанавливающих пилюль у него было еще меньше.
Ему придется покинуть море Черного ветра и отправиться на восток в поисках своих зеленых бамбуковых мечей облачного роя, среди прочего, поэтому ему нужно было подготовить хороший запас пилюль на случай чрезвычайных ситуаций. Мусюэ последовал за ним в магазин. Магазин был полон широких прилавков, которых было в общей сложности несколько десятков. Прилавки были завалены всевозможными пилюлями, а также целым рядом ингредиентов для чистки пилюль. В этот момент в магазине было довольно много покупателей, просматривающих товары, продаваемые в магазине. Войдя в магазин, Хань Ли и Мусюэ тут же были встречены служащим в желтой мантии. «Добро пожаловать в наш дом 1000 лекарств. Могу я спросить, какие пилюли вам нужны?» Хань Ли взглянул на прилавки вокруг себя, после чего его брови слегка нахмурились. Пилюли на этих прилавках были довольно хорошими, но их уровень был недостаточно высок, чтобы быть ему полезными. «Это все пилюли, которые у вас есть?» «У вас есть пилюли получше?» — спросил Хань Ли. Увидев это, служащий внимательнее присмотрелся к Хань Ли, по-видимому, пытаясь оценить статус Хань Ли, а затем ответил: «Наш магазин — лучшая аптека во всем городе Черного ветра, поэтому у нас, естественно, есть пилюли получше, но цена также будет». Внезапно к ним поспешно подошел пожилой мужчина в желтой мантии и закричал: «Заткнись, нахальный пес! Я сам обслужу этого старшего». По его одежде было ясно, что он тоже работает в магазине, по-видимому, на руководящей должности. Служащий тут же понял, что допустил ошибку, и извинительно поклонился Хань Ли, прежде чем отступить, опустив голову. «Он понятия не имеет, о чем говорит. Пожалуйста, не обижайтесь, старший», — сказал пожилой мужчина в желтой мантии, сложив кулак в извинительном приветствии. Хань Ли это совершенно не беспокоило, и он ответил: «Все в порядке. Где ваши лучшие пилюли? Отведите меня к ним». «Пожалуйста, идите за мной», — сказал пожилой мужчина в желтой мантии, делая приглашающий жест рукой, также с большим уважением относясь к Мусюэ. Мусюэ поспешно ответил на приветствие. «Я управляющий здесь, в доме 1000 лекарств, и меня зовут Лупин. Могу я узнать ваше имя, старший?» — спросил пожилой мужчина в желтой мантии. «Люши. Добро пожаловать, старший Лю. Пилюли, продаваемые на первых нескольких этажах нашего дома 1000 лекарств, это все обычные пилюли, очищенные мастерами смертных пилюль, поэтому неудивительно, что они не привлекли вашего внимания. Если вы снова посетите наш магазин, пожалуйста, сразу поднимайтесь на верхний этаж. Все пилюли там очищены мастером Хао, и я уверен, что они вам пригодятся, старший Лю», — объяснил управляющий Лу теплым и гостеприимным голосом. Чтобы не привлекать к себе внимания, Хань Ли ограничил свою собственную базу культивации стадии Великого Вознесения. Лупин был культиватором ранней стадии интеграции тела, поэтому он уже смог приблизительно ощутить ауру Хань Ли. Мастер Хао — один из 3 лучших мастеров очистки пилюль в море Черного ветра, и говорят, что его навыки уже сравнимы с навыками мастерами земных пилюль класса B, тихо объяснил Мусюэ Хань Ли. Пока он говорил, они втроем уже добрались до 5-го этажа. Здесь были только прилавки, только искусно изготовленные деревянные полки. Было всего 3 таких полки, рядом с каждой из которых стояло несколько служащих, но на этаже не было ни одного покупателя, кроме Хань Ли. Наш дом 1000 лекарств имеет очень тесные связи с мастером Хао, и большинство пилюль, очищенных им, продаются в нашем магазине. На этой полке находятся пилюли для повышения базы культивации, все эти восстанавливающие пилюли, а здесь пилюли, обладающие регенеративными, противоядием и другими эффектами, представил управляющий Лу. Глаза Хань Ли слегка загорелись при виде этих пилюль. Как и ожидалось от лучшей аптеки в городе Черного ветра, все пилюли здесь казались довольно высокого качества, ничуть не уступая тем, которые он обменял у гильдии странников. На самом деле, было даже несколько пилюль, которые явно были более высокого качества. Судя по предыдущему разговору, казалось, что только те, кто способен очищать пилюли, полезные для бессмертных, или те, кто близок к вознесению, чтобы стать бессмертными, могут называться мастерами земных пилюль. Напротив, те, кто очищал пилюли для обычных культиваторов, были мастерами смертных пилюль. По крайней мере, именно такое предположение делал Хань Ли. Что касается того, так ли это на самом деле, ему придется найти возможность прояснить этот вопрос. Глава 139. Мастера пилюль Царства Бессмертных. Хань Ли не обратил никакого внимания на пилюли, используемые для усиления базы культивации или восстановления. Вместо этого он направился прямо к полке, на которой лежали пилюли для восстановления энергии. Под каждой пилюлей на полке было подробное описание ее эффектов, а также ее цена. Его взгляд медленно блуждал по полке, и он быстро заметил тип пилюль под названием пилюля восстановления истока. Эта пилюля обладала огромным эффектом восстановления энергии. Каждый раз, когда он проявлял кристалл, содержащий законы времени, у него оставался острый дефицит энергии, поэтому эта пилюля идеально подходила для сокращения времени его восстановления.
«Я возьму 5 флаконов пилюль восстановления истока», — заявил Хань Ли. Каждый флакон содержал всего 3 пилюли, но стоил 30 первоклассных камней духа. К счастью, Хань Ли получил довольно много первоклассных камней духа от земных бессмертных и странствующих культиваторов, которых он ранее убил, поэтому цена не была для него слишком высокой. Да, старший. На лице Лупина появилось восторженное выражение, когда он достал значок. Из значка вырвался поток белого света, прежде чем приземлиться на защитный барьер вокруг полки, и появилось отверстие, после чего один из служащих тут же присел и достал 5 зеленых нефритовых флаконов. Еще немного поискав, Хань Ли выбрал несколько пилюль созерцания истока, которые позволяли потребителю на короткое время ускорить поглощение изначальной цимира, а также несколько пилюль изменения костей, пилюль, которые могли обеспечить маскировку, способную обмануть даже духовное восприятие культиватора поздней стадии истинного бессмертного. Эти два типа пилюль тоже были недешевы, и он потратил здесь большую часть своих первоклассных камней духа. Однако он был готов пойти на эти инвестиции, если это означало, что он сможет лучше справиться с потенциально опасным путешествием, которое ему предстояло. Управляющий Лу, естественно, был очень доволен, так как это была довольно крупная для него сделка. Как раз когда он собирался представить Хань Ли еще несколько пилюль, раздался звук шагов, и на 5-й этаж поднялись еще 2 фигуры. Одной из них была молодая женщина, на вид лет 19. Ее одеяния были белоснежными, и она напоминала чистую небесную деву, спустившуюся из дворца на Луне. Рядом с молодой женщиной был молодой человек в синей мантии, на вид лет 20 с небольшим. Он тоже был довольно красив, но высокомерное выражение его лица производило негативное первое впечатление. Молодой человек в синей мантии краем глаза взглянул на Хань Ли, а затем грубо вмешался. «Лупин, готовы ли духовные ингредиенты, которые я просил тебя приготовить в прошлый раз? Прошу прощения, что не вышел вас встретить раньше, мастер Фан. Духовные ингредиенты, которые вы просили, были приготовлены заблаговременно, я сейчас же принесу их». Управляющий Лу поспешно направился к дуэту, бросая на Хань Ли извиняющийся взгляд, пока говорил. Хань Ли взглянул на молодого человека в синей мантии, и его взгляд остановился на небольшом малиновом рисунке котла, вышитом на его воротнике. Это символ, который могут носить только мастера пилюль. «Это человек, мастер смертных пилюль класса А», тихо представил Мусюэ. Услышав это, Хань Ли задумчиво кивнул, а затем отвел взгляд, продолжая самостоятельно просматривать другие пилюли на полках. Тем временем Лу Пин позвал пару служащих, чтобы сопроводить мастера Фана и молодую женщину, а сам быстро спустился вниз. Молодая женщина в белой мантии с обеспокоенным видом подошла к деревянной полке, на которой лежали всевозможные восстанавливающие и противоядные пилюли. Учитывая силы брата Мо, я бы сказал, что он, скорее всего, просто попал в какое-то особое пространство или ограничение, которое разорвало его связь с его лампой источника души. В прошлом были примеры того, как это происходило, так что не слишком беспокойся, мягким голосом утешил молодой человек в синей мантии, идущий за молодой женщиной. Я тоже уверена в его способностях, но я должна найти его, несмотря ни на что, ответила молодая женщина, кивнув, и ее голос был таким же звонким и приятным, как пение иволги. Хань Ли не обратил на них никакого внимания, быстро просмотрев все пилюли на 5-м этаже, но не нашел ничего другого, что привлекло бы его внимание. «Пойдем», — сказал он Мусюэ, а затем повернулся, чтобы спуститься вниз. Выйдя из дома 1000 лекарств, Хань Ли взглянул на толпы людей на улицах, а затем повернулся к Мусюэ и спросил, есть ли на острове Черного Ветра пещерные жилища, доступные для временного проживания. Примерно в 200 километрах от города находится гора под названием гора Юян, и она была обустроена хозяином острова для временного проживания культиваторов. Я уже водил туда несколько человек, так что я очень хорошо знаком с ее местонахождением, и я могу отвезти вас туда, если вам нужно, старший, ответил Мусюэ. Не нужно. Просто скажи мне примерное местоположение, и я пойду туда сам, сказал Хань Ли. Мусюэ был немного подавлен, услышав это, но тут же сделал, как ему было сказано. Просто идите по главной дороге в центре города из северных ворот и продолжайте двигаться на север, чтобы добраться до горы Юян. Взмахнув запястьем, Хань Ли небрежно бросил лазурный камень размером с лонган, который упал в сторону Мусюэ. Мусюэ поспешно поймал предмет и обнаружил, что это высококачественный духовный камень, и на его лице тут же появилось восторженное выражение, но затем он протянул духовный камень обратно Хань Ли обеими руками с немного испуганным видом, сказав, «Это слишком много, старший. 5 духовных камней среднего уровня будет достаточно. Просто возьми его. Я даю тебе этот духовный камень не просто так. Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня разузнал», — сказал Хань Ли с улыбкой. Мусюэ слегка растерялся, услышав это, и не сразу убрал духовный камень, спросив, «Что именно, старший?» Хань Ли был довольно доволен реакцией Мусюэ и ответил, «Я хочу, чтобы ты помог мне узнать, как я могу получить одно из мест, чтобы покинуть море Черного Ветра. Если ты сможешь найти информацию, которая будет мне полезна, я обязательно тебя вознагражу. Будьте уверены, старший, вы можете на меня рассчитывать».
заверил Мусюэ, кивнув, когда на его лице появилось восторженное выражение. На этом они расстались, отправившись в разные стороны. Хань Ли медленно шел по главной дороге в центре города, разглядывая магазины вокруг себя, и не спешил, небрежно прогуливаясь по городу. Выйдя из города, он еще немного прошел пешком, прежде чем внезапно подпрыгнуть с земли и исчезнуть во вспышке света. 200 километров — это расстояние, которое Хань Ли мог преодолеть в мгновение ока, и он быстро спустился перед элегантной горой высотой в несколько тысяч метров. Он поднял взгляд и обнаружил, что гора не очень высокая, но чрезвычайно пышная, а на полпути к вершине горы было кольцо из облаков и тумана, что придавало ей вид бессмертной обители. Он также заметил слой слабых и своеобразных колебаний духовной силы, которые охватывали всю гору, словно огромная невидимая сеть. Немного понаблюдав за горой, он отвел взгляд, а затем направился к большому залу, расположенному у входа на гору. Войдя в зал, он увидел массивный экран, на котором вся гора Юян была вышита золотой нитью, что представляло собой захватывающий дух зрелище. Перед экраном стоял большой деревянный стол красновато-фиолетового цвета. Его поверхность была гладкой, как зеркало, а в углу стола стояла курильница с головой зверя, из которой непрерывно валил дым благовоний. За облаком дыма сидел пожилой мужчина в ученой лазурной мантии, и он с живым интересом читал древнюю книгу, по-видимому, совсем не заметив появления Хань Ли. Хань Ли огляделся и обнаружил, что в зале никого нет, поэтому он подошел к столу, прежде чем прочистить горло, чтобы привлечь внимание старика. Только тогда старик поднял голову, чтобы посмотреть на Хань Ли, и в его глазах промелькнуло недовольство. «Вы здесь, чтобы снять пещерное жилище?» — спросил старик. «У вас есть пещерное жилище, которые расположены в более тихом и уединенном месте?» — спросил Хань Ли. Старик недовольно взглянул на него и ответил: «Я слышал эту просьбу столько раз, что мои уши скоро покроются мозолями. Все, кто приходит сюда, просят об одном и том же. Вы все считаете себя истинными бессмертными». Как только его голос затих, из тела Хань Ли вырвался поток духовного давления, который намного превосходил стадию Великого Вознесения, и старик чуть не упал со стула от шока и ужаса. Он поспешно встал со стула с испуганным выражением лица, глубоко поклонившись, умоляя: «Пожалуйста, простите меня за мою дерзость, старший». Хань Ли не собирался продолжать этот разговор, и он убрал свою ауру, бросив старику небольшой мешочек с духовными камнями, а затем сказал: «Найди мне тихое пещерное жилище, а сдачу оставь себе». Старик принял мешочек с духовными камнями, и в его глазах промелькнуло легкое ликование, когда он указал на гигантский экран позади себя и сказал: «Эта пещерная резиденция находится на краю солнечной смотровой стены на вершине горы, и она всегда была самой спокойной из немногих пещерных резиденций класса Анагоре. Подойдет ли она для ваших нужд?» Хань Ли повернулся и обнаружил, что на вершине горы, вышитой на экране, появилась точка света, и это действительно было довольно спокойное и уединенное место, находящееся далеко от всех остальных пещерных жилищ. «Хорошо, я возьму ее», — ответил Хань Ли, кивнув. Старик тут же убрал духовные камни, а затем протянул Хань Ли круглый черный значок. Спустя мгновение, снаружи зала, Хань Ли влил в круглый значок искру магической силы, и на его поверхности тут же появился слой слабого темно-золотого света. По словам старика, этот значок служил не только ключом к открытию пещерной резиденции, но и жетоном, который позволит ему войти в массив защиты горы Юян. Пока у него был этот значок, он мог летать куда угодно на горе Юян. В противном случае он активировал бы массив и стал бы мишенью как нарушитель. Хань Ли посмотрел на солнце, которое постепенно садилось на западе, и во вспышке света взлетел к вершине горы. Вскоре он уже добрался до относительно просторной пещеры. Хотя здесь уже были установлены ограничения, Хань Ли все же установил еще несколько собственных ограничений для спокойствия. После этого он прибыл в секретную комнату и сел, скрестив ноги, где он рассеянно смотрел в пространство перед собой, и в его глазах промелькнули различные эмоции. В этот день он увидел и услышал в городе Черного ветра много такого, что произвело на него глубокое впечатление. После недолгого молчания Хань Ли вдруг позвал: «Мо Гуан». Его тень тут же заколебалась и на мгновение деформировалась, после чего появилась темная фигура. Это был никто иной, как Мо Гуан, и его выражение лица все еще было таким же деревянным, как и прежде. «Ты знаешь, как ранжируется мастера пилюль в царстве бессмертных, товарищ Даос Мо Гуан?» — спросил Хань Ли. «Насколько мне известно, мастера пилюль царства бессмертных в основном делятся на 3 категории, а именно смертные, земные и небесные», — ответил Мо Гуан. Глава 140. Пилюля Да. Хань Ли кивнул с задумчивым выражением лица, а затем сказал: «Ясно, значит, над мастерами земных пилюль действительно есть мастера небесных пилюль. Если я не ошибаюсь, полагаю, что мастера смертных пилюль могут очищать только пилюли, полезные для обычных культиваторов, в то время как мастера земных пилюль способны очищать пилюли, полезные для бессмертных. Так что же отличает мастера небесных пилюль от этих двух?»
В основном ты прав в классификации смертных и земных мастеров пилюль. Что касается мастеров небесных пилюль, то они также известны как мастера Даа пилюль, и они являются самыми высшими мастерами очистки пилюль в царстве бессмертных. Единственное, что отличает их от других мастеров пилюль, это их способность очищать пилюли Даа, объяснил Мо Гуан. Чем пилюли Даа отличаются от других пилюль? Спросил Хань Ли. Пилюли Даа — это пилюли, содержащие силу законов, ответил Мо Гуан. Услышав это, Хань Ли, казалось, пришла в голову мысль, и он спросил, означает ли это, что употребление таких пилюль позволит непосредственно ощутить силу законов? В царстве бессмертных есть два основных пути, по которым бессмертные овладевают силой законов, чтобы стать истинными бессмертными, первый из которых — это использование методов культивации. Культивирование в течение огромных промежутков времени ради призрачного шанса обрести силу законов. Второй путь — очистить какой-то духовный материал, содержащий определенный тип силы законов, в пилюлю, а затем принять эту пилюлю, чтобы непосредственно ощутить содержащуюся в ней силу законов, объяснил Мо Гуан. Хань Ли был поражен, услышав это, но он сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, а затем спросил, это действительно правда. Разве это не означает, что прием одной пилюли Даа сэкономит десятки тысяч, а то и сотни тысяч лет культивации? Это не так. Даже если кому-то удастся получить пилюлю Даа, все равно есть лишь очень небольшой шанс, что он сможет обрести силу законов, содержащуюся в пилюле. Однако даже в этом случае эти пилюли все еще чрезвычайно полезны для восприятия силы законов, объяснил Мо Гуан. Вероятность обрести силу законов путем употребления пилюль Даа должно быть связана с качеством пилюли Даа, верно? Спросил Хань Ли. Конечно. Вообще говоря, пилюли Даа определенно будут содержать силу законов, но не все пилюли, содержащие силу законов, являются пилюлями Даа. Точный способ определить, является ли пилюля пилюлей Даа или нет, это посмотреть, присутствуют ли на ее поверхности узоры Даа после очистки, а качество пилюли Даа можно определить по количеству узоров Даа на ней, объяснил Мо Гуан. Узоры Даа, да? Ты знаешь, сколько узоров Даа будет на пилюлях Даа самого высокого уровня? Спросил Хань Ли. Максимальное количество узоров Даа, которое может быть на пилюле 9, и их называют пилюлями Даа 9 уровня, но они существуют почти только в легендах. Даже пилюли Даа 1 уровня чрезвычайно редкие и ценны в царстве бессмертных, ответил Мо Гуан. Ясно. Неудивительно, что мастера небесных пилюль так почитаются в царстве бессмертных, размышлял Хань Ли. Я знаю, что еще в царстве духов ты был довольно способным мастером очистки пилюль, поэтому я полагаю, что ты задаешь эти вопросы, потому что сам стремишься стать мастером небесных пилюль. Однако, насколько мне известно, возможно, один из каждой 1000 мастеров пилюль может стать мастером земных пилюль, но даже среди 100 000 мастеров земных пилюль, возможно, ни один не станет мастером Даа пилюль. Что касается мастеров небесных пилюль, способных очищать высококачественные пилюли Даа, то они еще более редки, сказал Мо Гуан. Очистка пилюль — это то, что требует опыта. Духовные материалы, содержащие силу законов, чрезвычайно редки, поэтому просто не хватает таких материалов для практики, сказал Хань Ли с улыбкой, по-видимому, совершенно не удивленный тем, насколько редки мастера небесных пилюль. Это действительно важная причина. Другая причина заключается в том, что рецепты пилюль Даа также редки, и они практически все находятся во владении самых могущественных сущностей царства бессмертных. Как и мастера очистки пилюль царства духов, большинство мастеров небесных пилюль служат этим могущественным сущностям, и чрезвычайно редко можно увидеть независимого мастера небесных пилюль, объяснил Мо Гуан. Брови Хань Ли слегка нахмурились, услышав это. Кроме того, существует слух о пилюлях Даа, который гласит, что рецептом каждого типа пилюль Даа может овладеть только определенное количество мастеров небесных пилюль. Как только эта квота будет заполнена, никто другой не сможет овладеть методом очистки этого типа пилюль Даа, добавил Мо Гуан. Хань Ли слегка растерялся, услышав это. Правда. Это звучит немного надуманно. Никто не смог подтвердить подлинность этого слуха, но все предпочтут поверить в то, что это правда, чем отказаться от этого утверждения. Следовательно, вообще говоря, если в этом нет крайней необходимости, никто не хочет делиться своим рецептом пилюль Даа с другими, сказал Мо Гуан. Услышав это, на лице Хань Ли появилась кривая улыбка. Это было для него совершенно понятно, так как он поступил бы точно так же в таком положении. Это все, что я знаю о пилюлях Даа и мастерах небесных пилюль. Я надеюсь, что эта информация была для тебя полезна, заключил Мо Гуан, а затем приготовился вернуться в тень Хань Ли. Однако Хань Ли внезапно пришла в голову еще одна мысль, и он позвал: «Подожди минутку, товарищ Даос Мо Гуан, у меня есть еще один вопрос». «Что такое, товарищ Даос Хань?» — спросил Мо Гуан. «Я хотел бы узнать больше о камнях бессмертного истока», — сказал Хань Ли.
Камни бессмертного истока — это фантастические вещи, которые могут быстро пополнить бессмертную духовную силу во время битвы, а также могут быть использованы для повышения скорости культивации, поэтому они чрезвычайно редки и востребованы повсюду в царстве бессмертных, сказал Мо Гуан. Ясно, неудивительно, что их можно использовать в качестве валюты. Сколько времени требуется, чтобы создать камень бессмертного истока? Спросил Хань Ли. Это зависит от человека. Вообще говоря, культиватор поздней стадии истинного бессмертного сможет создать его за год, в то время как культиватору средней стадии истинного бессмертного потребуется десятилетие, а культиватору ранней стадии истинного бессмертного — более столетия, ответил Мо Гуан. Брови Хань Ли слегка нахмурились, услышав это. Для использования телепортационного массива требовалось 5 камней бессмертного истока, и Хань Ли думал, что если на создание этих камней бессмертного истока не потребуется много времени, он сделает это сам, но, похоже, это было невыполнимо. Временные рамки, которые я только что изложил, относятся только к камням бессмертного истока низкого уровня. Как и духовные камни, камни бессмертного истока также делятся на 4 уровня, а именно низкий, средний, высокий и первоклассный. Вообще говоря, только высокоуровневые бессмертные смогут создавать камни бессмертного истока высокого и первоклассного уровня, продолжил Мо Гуан. Помимо постоянного вливания бессмертной духовной силы, есть ли какие-либо другие требования для создания таких камней? Спросил Хань Ли. Во время создания камня бессмертного истока создатель не сможет культивировать. Ни один бессмертный не захочет мириться с таким проклятым ограничением, и поэтому камни бессмертного истока всех уровней чрезвычайно редки в царстве бессмертных, ответил Мо Гуан. Хань Ли кивнул в ответ, и в его глазах появилось разочарование. По-видимому, его шансы обменять камни бессмертного истока также были чрезвычайно малы. Видя, что Хань Ли замолчал, Мо Гуан понял, что его услуги больше не нужны, и во вспышке света исчез в тени Хань Ли. В ту ночь полоска света внезапно поднялась с вершины горы Юян, а затем исчезла в мгновение ока, словно вспышка молнии. Вскоре после этого фигура появилась в уединенном районе моря в десятках тысяч километров отсюда, паря над поверхностью воды. Это был никто иной, как Хань Ли, и его глаза были такими же яркими, как звезды, когда он сделал хватательное движение перед грудью, а затем что-то подбросил высоко в воздух, прежде чем начать петь заклинание. Когда он сделал это, маленький флакон, парящий в воздухе, начал сильно дрожать, и вся изначальная ци-мира в окружающей области также начала проявлять признаки беспокойства. Сферический лазурный световой барьер начал медленно расширяться во всех направлениях, и волны на поверхности моря начали вздыматься и бурлить. 7 дней и 7 ночей пролетели в мгновение ока. Маленький кристалл медленно спустился с неба вместе с маленьким флаконом, который стал практически полностью прозрачным, и море вернулось в спокойное и безмятежное состояние. Хань Ли заранее принял пилюлю восстановления истока, поэтому он не остался в истощенном состоянии, как в прошлый раз. Однако он все еще выглядел довольно слабым и изможденным, и, поймав кристалл и флакон, он тут же перевернул руку, чтобы достать зеленый нефритовый флакон, из которого высыпал еще одну пилюлю восстановления истока, которую тут же проглотил. По его горлу начало распространяться прохладное и освежающее ощущение, и, когда пилюля попала в его желудок, прохладное ощущение быстро превратилось в прилив тепла, который разлился по всему его телу, прежде чем, наконец, войти в его дантянь. Он почувствовал легкое тепло в своем дантяне, после чего скорость, с которой он поглощал изначальную ци-мира, резко возросла, тем самым значительно увеличив скорость восстановления его бессмертной духовной силы. Управляющий Лу рассказывал ему о том, насколько эффективны высококачественные пилюли, и в то время Хань Ли не принял это близко к сердцу, но только после приема этих пилюль восстановления истока он осознал, насколько они отличаются от пилюль, которые он принимал в прошлом. Это была пилюля, которая могла резко увеличить скорость восстановления бессмертной духовной силы на короткое время. Кроме того, ее также можно было принимать, чтобы увеличить скорость создания камней бессмертного истока, поэтому неудивительно, что они стоили так дорого. Немного отдохнув на месте, Хань Ли полосой лазурного света полетел обратно к городу Черного ветра. Как только Хань Ли снова появился в доме тысячи лекарств, его тут же заметил управляющий Лу, который обслуживал другого клиента. Он был довольно ошеломлен, увидев Хань Ли так скоро, но быстро извинился, а затем подошел к Хань Ли с теплой улыбкой. «Добро пожаловать, старший. Чем обязан этой чести?» — спросил он, сложив кулак в почтительном приветствии. Пилюли, которые я купил здесь в прошлый раз, были довольно хороши, поэтому я решил вернуться и еще раз посмотреть, ответил Хань Ли с улыбкой. Улыбка управляющего Лу стала еще шире, услышав это, и он быстро повел Хань Ли наверх, говоря: «Мы всегда рады видеть вас в нашем магазине, старший. Пожалуйста, идите за мной». Как и во время прошлого визита Хань Ли, на 5-м этаже было очень тихо, и не было ни одного покупателя. «Вы пришли, чтобы купить еще пилюль восстановления истока, или вы хотели бы попробовать какие-нибудь другие виды пилюль?» — спросил управляющий Лу.
Прежде чем я решу, какие пилюли я хочу купить, у меня есть несколько вопросов, которые я хотел бы вам задать», — спокойно сказал Ханли. Управляющий Лу слегка растерялся, услышав это, а затем кивнул в ответ. «Пожалуйста, спрашивайте, старший». Пилюли, продаваемые в вашем магазине, не только очень быстродействующие, но и чрезвычайно эффективные, и я полагаю, что это должно быть напрямую связано с качеством используемых духовных ингредиентов и навыками мастера очистки пилюль, верно? Спросил Ханли. Именно так. Похоже, вы эксперт в искусстве очистки пилюль, старший, сказал управляющий Лу с улыбкой. Я бы не назвал себя экспертом, я и сам немного занимался очисткой пилюль в прошлом, ответил Ханли. Управляющий Лу, казалось, был довольно ошеломлен, услышав это, и поспешно спросил: «Могу я спросить, какого уровня вы мастер очистки пилюль, старший?» Ханли сделал смущенное выражение лица и ответил: «По правде говоря, до приезда сюда я долгое время жил в уединенном месте, и у меня никогда не было возможности оценить свои навыки очистки пилюль. Одна из причин, по которой я пришел сегодня, это чтобы мастер очистки пилюль вашего магазина оценил мои навыки, чтобы я мог определить, на каком уровне я нахожусь».